Всем привет, друзья! В этом видео я хочу подвести итог выставки Микромир 2021, которая проходила в октябре в городе Днепр. У меня на канале вы можете найти видеообзор этого события. Ну а в этом же видео я покажу свои трофеи, сувениры и подарки. Очень рад был принять участие в этой выставке, увидеться и пообщаться вживую с коллегами по хобби. Наконец-то с 2019 года удалось провести такое мероприятие. Понравилась организация и место проведения. Национальный центр аэрокосмического образования молодежи имени Макарова. Я благодарю Сергея Дуленко и всех, кто трудился над тем, чтобы это событие стало возможным. Ну и давайте уже смотреть, что такого интересного я привез с выставки. А вот такой сертификат участника я получил при входе, и также бирки ко всем зарегистрированным моделям. Единственное, чего тут не хватает, так это указание масштаба. Стоило бы, наверное, самому дописать его к названию. Ну и куда же без саморекламы. Распечатал небольшие визитки канала. Прежде чем перейдем к трофеям и сувенирам, хочу показать, как доехали мои модели и в чем я их возил. Вообще, только ночью перед отъездом я вдруг понял, что понятия не имею, как это все доставить в целости и сохранности. Так что оперативно перерыл запасы коробок, наполнителей, уплотнителей и нашел довольно удачное решение. Для почты такой способ не годится, ну или по крайней мере требует дополнительной защиты. А для самостоятельной перевозки вполне нормально. На кабине полуторки скотч разошелся, но ничего не пострадало, к счастью. ЗИЛ в 72 масштабе прекрасно себя чувствует, поролон здесь шире модели, так что выступающие зеркала в безопасности. Полуторка глубоко ушла в ячейку коробки, но похоже с ней все в порядке. Обернул поролон за кузов и задние колеса. Это самый прочный узел конструкции. Мазик довольно тяжелый, завернул так, чтобы не зацепить хрупкие выступающие части. А вообще хорошо бы его прикручивать к подставке. Ну и последняя, тщательно завернутая модель, это мой первенец Opel Капитан. Колесо пострадало еще при упаковке, и, судя по тому, как легко оно отвалилось, было надломлено уже давно. На скорую руку прилепил на блютак, ну а сейчас уже починим как следует. Размотаем пожарную машину, модель прекрасно себя чувствует. Вообще 72 масштаб не хрупкий, да и места мало занимает. Удобно с такими ездить. Мазик доехал тоже без приключений, все в полном порядке. Ну и наконец полуторка. Невероятно ажурная модель, а благо кузов тут такое место, за которое можно спокойно браться. Вижу тут потерю, задний левый шпингалет кузова куда-то ускакал. Но сейчас мы его с домовенком поищем. Вот уж никогда он меня не подводит. И сейчас узрел этот запор на полу, хотя вполне мог принять его за соринку. Теперь можно заявить с уверенностью, что модели съездили без потерь. Сейчас только починим кэпа. К вопросу я подошел радикально, высверлил отверстие в колесе, вклеил проволоку и также сделал отверстие в переднем мосту. Теперь уж точно не отвалится. Выглядит так, будто бы ничего и не случилось. Итоги выставки подводились на второй день, а мне нужно было уехать раньше. Благодарю Сергея Дуленко за то, что выслал мои трофеи почтой. Давайте уже смотреть, что здесь. Ну, друзья, вот это действительно неожиданность. Действительно, я очень удивлен, приятно удивлен таким призом. Полагал, что все ограничится дипломом. Но здесь у нас крас в масштабе 1:87 от Z+Z Exclusive Models. И, конечно же, диплом.
Посмотрим, за что же я его получил. Победитель в конкурсе в категории «Гражданские авто» с моделью «Грузовое такси». Класс! Не зря же я его полночи доклеивал. Кстати, сборка полуторки уже размещена у меня на канале. Если еще не видели, то самое время это исправить. Ну а сейчас давайте в общих чертах посмотрим и модель Краза. Внутри также памятный сувенир, статуэтка, можно сказать, микросвит Днепро 2021. Между прочим, это 15-я юбилейная выставка. Впервые у меня в руках такой масштаб. 1 к 87 – это железнодорожный стандарт. Будет у меня самой мелкой моделькой в коллекции. Модель Краза крайне любопытная и, судя по всему, довольно хорошо детализирована. Литников здесь нет, детали просто насыпаны в пакетики. Кабина дана из смолы, а кузов классно отлит в одну деталь. Судя по схеме сборки, модель получается очень насыщенной. Имеется интересный рабочий механизм подъема кузова. Ну все, мы это еще рассмотрим в отдельном ролике. Ставьте лайки, пишите комментарии, если хотите увидеть его поскорее. Далее покажу немного сувениров и подарков с выставки. Приобрел вот такую замечательную книжечку по матчасти танка Т-55. У меня в запасах добрый десяток моделей Т-54 и Т-55 от Mini-Art, так что будет очень кстати узнать, что и как здесь называется. Ну а Mini-Art же дает настолько подробные модели, что по ним можно запросто изучать устройство прототипа. В книге даны схемы всех узлов и агрегатов танка. Одним словом, приобретение полезное. Далее взял каталог 2021 года у ICM. Пусть будет в коллекции. Сюрпризов здесь вроде уже не осталось, но если интересно посмотреть поближе, напишите в комментарии, и я сделаю на него обзор. И последнее по очереди, но не по значимости, подарок от Дмитрия Климченко. Очень рад был познакомиться вживую и пообщаться с замечательным моделистом, наставником и просто хорошим человеком. Дмитрий делает вот такие шикарные постаменты из гипса под модели в 72 масштабе. Он предлагает около десятка вариантов подобных изделий, а еще интересную основу под диораму с разрушенным зданием. Этот набор и другие постаменты мы рассмотрим в отдельном видео. А сейчас хочу показать вам подставку, имитирующую побитый временем постамент. Очень мне нравится, как здорово и реалистично исполнены трещины в камне. Прекрасная основа, которая позволит отлично оформить вашу модель. Вот с такими результатами прошла для меня эта юбилейная 15-я выставка «Микромир» в Днепре. Безумно приятно, что мою модель отметили и наградили. Это первое мое такое достижение, очень вдохновляет и мотивирует строить новые, лучшие проекты. И, конечно же, я был рад живому общению с единомышленниками и новым знакомствам. Надеюсь, в следующем году у нас состоятся все запланированные мероприятия, и я смогу также принять в них участие. Еще раз хочу поблагодарить всех причастных к организации этого события. Получилось замечательное душевное мероприятие. И на этом же свой ролик я буду заканчивать. Благодарю вас за просмотр, за лайк, комментарий и подписку на канал. Всем пока и до встречи в следующих видео.